Удобное или настоящее? Сегодня в моей жизни намного больше встреч проходит в Zoom, чем в наземном пространстве. Я привыкла сидеть на формальных встречах с включенной камерой и при полном параде. Однажды мне попался в сети интересный вопрос. Ты сегодня удобная или настоящая? Он сразу прикрепился к образу онлайн-встречи. Когда мы там, перед камерой, мы удобные друг для друга или настоящие? Мы готовы включать камеру из вежливости или выключаем ее, чтобы защитить себя? Я решила поисследовать эту тему через картины. Какая цена вежливости этого состояния? Быть удобной. Барри Фолибержер, Эдуард Моне. Первое, что привлекает меня в этой картине, взгляд этой женщины. Я вижу здесь усталость, отрешенность, даже грусть. Мне кажется, что она просто терпит этот момент и это место. Я начинаю рассматривать картину. Вижу мужчину напротив в отражении. Мне кажется, что она словно смотрит сквозь него. Она как будто задумалась о чем-то своем, а он даже вынужден повторять свои просьбы или вопросы, так как ее внимание не с ним. Но где же ее внимание? В отражении я вижу много людей в зале. Скорее всего, там довольно шумно. Я замечаю даже ноги под потолком. Возможно, там показывают акробатические номера. А она стоит, словно не слышит и не замечает этого. Она ушла в себя. Я вижу в ней обреченность. Словно она чувствует, что уже давно не там, где должна быть. Но обстоятельства заставляют ее быть сейчас здесь, быть вежливой и услужливой. Однако она позволяет себе бунт. На мгновение разрешает себе отключиться, заглушить фон и звук, зависнуть внутри. Просто дает себе тайм-аут. И это безопасно для нее. Он все равно переспросит, пусть и будет раздражен. Но получит свое и пойдет дальше. А она получит возможность на мгновение побыть собой. Да, она пока не может покинуть это место физически, но она может на короткое время исчезнуть ментально. Вежливость здесь – это ее клетка, но у нее есть ключ от нее. Да, она удобная, но находит способ побыть настоящей. А что если немного абстрагироваться и представить вежливость как метафору? В первой картине женщину отделяла барная стойка. Она была словно граница между ее внутренней свободой и внешней услужливой ролью. А что если мы окажемся на самом столе? Что будет там? Мне в этой картине мало места на столе. Все так красиво, эстетично, даже опрокинутая посуда и небрежно скомканная скатерть. Но у меня возникает ощущение, что где-то рядом есть другой стол. Большой, красивый, такой парадный. А это какое-то подручное пространство, где можно просто подготовить то, что потом будет стоять на том парадном столе. Этот столик, он как черновик. Безопасное пространство, которое имеет право на ошибку, на естественное проявление, на неидеальность. Такая метафора вежливости для меня – это про безопасность и уважение прежде всего к себе. Это попытка создать пространство, где нет осуждения, где есть время почувствовать, попробовать, как тебе в этом качестве, нащупать ту самую границу, где вежливость к другим не уничтожает уважение к себе. Я думаю, что истинная вежливость рождается не из страха осуждения, а из внутреннего изобилия и принятия себя. Она требует стола для черновиков, того самого личного пространства, где можно быть неуклюжим, грустным, настоящим. Барная стойка из первой картины и кухонный стол из второй – это граница вежливости. Но она проходит не между людьми, а внутри человека. А вежливость – это не выбор между удобной и настоящей. Это способ помнить, что у нас есть право на внутреннее пространство, где мы можем быть собой, чтобы потом, как официантка из Фолибержер, мы могли выбирать, когда отдаться шуму, а когда на мгновение коснуться своей тишины.